Июльский полдень обрушился на город тяжелым ватным одеялом. Солнце стояло в зените, безжалостно выжигая цвета на вывесках магазинов и плавя гудрон на стыках асфальта. Центральная площадь, обычно просторная и продуваемая ветрами, сегодня напоминала растревоженный улей. Воздух дрожал от марева, смешиваясь с запахами перезрелой клубники, дешевого табака и разгоряченных человеческих тел. Торговки в пестрых фартуках лениво отмахивались от ос, кружащих над лотками с ягодами. Дети, игнорируя жару, носились на велосипедах, оглашая пространство звонкими криками, которые тонули в общем гуле толпы. Жизнь текла своим чередом, шумная, суетливая, летняя. В тени старого вяза, чуть в стороне от людского водоворота, стоял Павел Ильич. Высокий, но сутулившийся под тяжестью прожитых лет, он опирался на трость с вытертой рукоятью. Его старый пиджак, казалось, был слишком теплым для такой погоды, но старики часто мерзнут даже в жару, холод живет у них внутри. Павел Ильич приходил сюда каждый день. Не ради покупок, пенсия не позволяла баловать себя фермерскими продуктами, а ради ощущения жизни. Ему нужно было слышать этот шум, чтобы заглушить звенящую тишину собственной квартиры. Но сегодня его внимание привлекло нечто иное. В дальнем углу площади у кирпичной стены местной администрации стояла грузовая машина с открытым кузовом. Рядом на раскаленном асфальте громоздилась ржавая, наспех сваренная клетка. Внутри за частой решеткой металась тень. Это была немецкая овчарка. Крупный, мощный пес, чья шерсть свалялась колтунами, а ребра проступали сквозь шкуру болезненным рельефом. Собака не лаяла. Она издавала странные утробные звуки, смесь рыка и хрипа, бросаясь на прутья с такой яростью, что клетка подпрыгивала. «Куда его?» – спросила полная женщина, торговавшая квасом неподалеку, обращаясь к водителю грузовика. «В областной, на усыпление», – сплюнул под ноги мужчина в промасленной кепке. «Бешеный он, местных всех покусал, кинологам не дается. Сказали, брак, опасный зверь». Павел Ильич нахмурился. Он смотрел на собаку и видел не зверя. Он видел загнанное существо, которое ожидает удара. Водитель и грузчик, матерясь сквозь зубы, подошли к клетке, чтобы затащить ее в кузов. «Давай, взяли», — рявкнул один из них. Они резко дернули тяжелую конструкцию. Старый металл, изъеденный коррозией, не выдержал. Петли, державшие дверцу, с противным визгом лопнули. Секунда тишины показалась вечностью. Дверца с грохотом упала на асфальт. Пес, не ожидавший свободы, на мгновение замер. Но инстинкт сработал быстрее мысли. Огромная серая тень метнулась наружу. Овчарка выпрыгнула на площадь, оскалившись так, что стали видны желтые клыки, с которых капала густая слюна. «Беги!» – заорал кто-то истошным голосом. Хаос вспыхнул мгновенно. Торговки побросали свои лотки, опрокидывая ведра с ягодами. Красный сок растекся по асфальту, напоминая кровь. Матери хватали детей в охапки, закрывая их собой. Велосипеды падали с грохотом, создавая баррикады. Люди, еще минуту назад лениво бродившие по рядам, превратились в паникующую массу, стремящуюся прочь от центра площади. Пес стоял посередине этого безумия. Его шерсть на загривке стояла дыбом, превращая его в горбатое чудовище. Глаза горели не просто злобой, в них полыхал безумный огонь, сжигающий все на своем пути. Он рычал, и этот звук вибрировал в груди каждого, кто не успел скрыться. Он был готов убивать, потому что был уверен, сейчас убивать будут его. Толпа расступилась, образовав широкий круг пустоты. В этом круге остались двое – бешеный пес и старик с тростью. «Уходи, дед, он загрызет!» – кричали ему из-за укрытий. Но Павел Ильич не сдвинулся с места. Он стоял прямо, странно спокойный посреди всеобщего ужаса. Его выцветшие голубые глаза встретились с налитыми кровью глазами зверя.
Время для Павла Ильича замедлилось. Он перестал слышать крики, перестал чувствовать жару. Весь мир сузился до 2 горящих собачьих глаз напротив. В этом взгляде он не увидел жажды крови. Он не увидел той природной злобы, о которой говорил водитель. Павел Ильич прошел войну. Он видел людей, загнанных в угол, видел солдат, потерявших рассудок от страха и боли, и он знал этот взгляд. Это был взгляд существа, которое предали столько раз, что оно решило: лучше ударить первым, чем снова пережить боль. Это было абсолютное черное отчаяние одиночества. «Я знаю», – прошептал Павел Ильич одними губами. Он вспомнил себя 20 лет назад, когда умерла его жена Анна. Тогда он также смотрел на мир, волком. Он ненавидел смеющихся людей, ненавидел солнце, ненавидел саму жизнь, которая посмела продолжиться без нее. Он рычал на соседей, закрывался в квартире и выл от тоски в подушку. Он тоже был в клетке, только его решетки были невидимыми. Пес сделал шаг вперед. Мышцы под грязной шкурой напряглись для прыжка. Из горла вырвался клокочущий рык. Любой нормальный человек в эту секунду побежал бы или ударил палкой. Павел Ильич сделал то, чего никто не ожидал. Он медленно, очень медленно опустил свою трость на асфальт. Единственное оружие, которое у него было, теперь лежало у его ног. Он остался беззащитным. «Тише, парень, тише». Голос старика был низким, хриплым, но в нем не было ни капли страха. Только безграничная усталость и тепло. Пес дернулся. Это действие сломало его шаблон. Его всегда били. На него кричали, от него убегали. Но никто никогда не стоял перед ним, открыв ладони. В голове собаки, затуманенной яростью, на секунду вспыхнули обрывки воспоминаний. Его звали Рич. Когда-то, в другой жизни, у него было имя и был свой человек. Молодой парень, Саша, принес его домой смешным лопоухим щенком. Саша пах молоком и чем-то сладким. Рич помнил тепло его рук, помнил, как они бегали по высокой траве, и мир казался огромным и добрым. Саша научил его давать лапу. Саша научил его любить. А потом Саша исчез. В доме появились чужие люди. Запахло лекарствами и горем. Рич не понимал, что такое авария, что такое смерть. Он просто ждал у двери, скулил и царапал пол. Вместо Саши пришел его отец. Тяжелый человек, пахнущий перегаром и злостью. «Заткнись, тварь!» – это было первое, что услышал Рич вместо ласки. Первый удар сапогом в бок Рич воспринял как ошибку. Он подполз, виляя хвостом, пытаясь извиниться за то, что расстроил хозяина. Второй удар сломал ему ребро, любовь выбивали из него методично, день за днем. Голод, холодный бетонный пол балкона, пинки. Рич научился вжиматься в стены, потом он научился скалить зубы. Когда его сдали в приют, от доброго щенка не осталось и следа. В приюте было еще хуже. Теснота, лай сотен собак, запах страха и хлорки. Люди здесь были равнодушными. Они бросали еду как подачку и били палками по прутьям, если он рычал. Рич понял простую истину. Мир – это война. Либо ты, либо тебя. И сейчас на этой площади он был готов к последней битве. «Я знаю, как это больно», – продолжал говорить Павел Ильич, делая крошечный шаг вперед. Толпа ахнула. «Стой, дед, ты что, смерти ищешь?» Но старик не слушал. Он смотрел прямо в душу зверя. «Тебя били, да? Предали?» Павел медленно протянул руку. Ладонь была открыта, пальцы чуть дрожали. «Они думают, ты злой, а ты просто плачешь. Ты кричишь, но никто не слышит». Овчарка замерла. Рычание стихло, сменившись тяжелым, прерывистым дыханием. Пес склонил голову набок, глядя на протянутую руку. Она не держала камня, она не сжималась в кулак. Внутри Рича боролись два начала. Тьма, воспитанная жестокостью, кричала: «Укуси, разорви, это ловушка». Но где-то в самой глубине, под слоями боли, замерцал слабый огонек. Память о руках Саши.
Память о том, что прикосновение может дарить не боль, а покой. Павел Ильич видел эту борьбу. Он видел, как дрожат уши собаки, как расширяются и сужаются зрачки. «Иди ко мне, мы с тобой одной крови, ты и я, мы оба потерялись». Рич сделал неуверенный шаг, потом еще один. Он подошел к старику почти вплотную. Павел чувствовал жар, исходящий от звериного тела, чувствовал запах псины и пыли. Пес поднял морду. В его глазах исчез безумный блеск, уступив место бездонной детской растерянности. Рич шумно втянул носом воздух, обнюхивая ладонь старика. Пахло старым табаком, хлебом и спокойствием. Пес издал звук, похожий на всхлип, и тяжело опустился на асфальт перед ногами Павла Ильича. Он положил тяжелую голову прямо на пыльные ботинки человека и закрыл глаза. Площадь молчала, люди боялись даже дышать, наблюдая за этим невозможным чудом. Тонкая невидимая нить натянулась между стариком и зверем, связав их судьбы в тугой узел. К ним подбежали сотрудники приюта с петлями и шприцами. «Отойдите, сейчас мы его скрутим!» – закричал водитель. Рич мгновенно вскочил, шерсть снова вздыбилась. Он закрыл собой старика, издав глухой рык. «Не трогать!» Голос Павла Ильича прозвучал неожиданно властно, как командирский приказ. Он положил руку на холку пса. Рич тут же умолк, прижавшись боком к ноге старика. «Это мой пес», – твердо сказал Павел. «Я его забираю». «Вы в своем уме?» – вытаращил глаза ловец. «Он же психованный. Он вас во сне загрызет. Нам протокол нужен, утилизация». «Пиши свой протокол». Павел Ильич полез во внутренний карман и достал мятый паспорт. «Пиши, что собака передана новому владельцу, иначе я заявлю, что вы выпустили опасного зверя в центре города. Под суд пойдете». Ловцы переглянулись. Возиться с полицией им не хотелось. Списать собаку в добрые руки было проще, чем объяснять ЧП с побегом. «Дело ваше, папаша», – махнул рукой водитель, швыряя Павлу поводок. «Только когда он вам горло перегрызет, не жалуйтесь». Павел пристегнул карабин к ошейнику. Рич стоял смирно, не сводя глаз с нового хозяина. «Пойдем, Рич?» «Пойдем домой», – тихо сказал старик. И они пошли. Сквозь расступающуюся толпу, сквозь шепот и недоуменные взгляды. Хромой старик и огромный, пес в шрамах. Два одиночества, нашедшие друг друга посреди хаоса. Первые дни были адом. Квартира Павла Ильича, маленькая хрущевка, на первом этаже, казалась Ричу новой тюрьмой. Он забился в угол в прихожей и не выходил оттуда сутки. Он не ел, не пил, только следил за каждым движением старика настороженным взглядом. Павел не навязывался, он понимал, доверие нельзя купить, его можно только вырастить. Он поставил миску с водой и кашей рядом с углом Рича и ушел в комнату. «Я не закрою дверь», — сказал он громко. «Хочешь уйти? Уходи, но здесь тебе будет тепло». Ночью Павел Ильич проснулся от странного звука. Он включил ночник. Рич стоял на пороге спальни. Пес дрожал. Павел сел на кровати. «Страшно?» – спросил он. «Мне тоже бывает страшно, брат. Особенно по ночам. Тишина давит». Он начал рассказывать, просто, как человеку. Рассказывал о войне, о том, как горели танки, о жене Анне, которая вытащила его, контуженного с того света своей любовью. Она говорила: «Паша, пока сердце бьется, надо жить». А я не хотел, я кусался, как ты. Но она отогрела. Рич слушал. Интонации голоса успокаивали. Он сделал шаг в комнату и лег на коврик у кровати. В эту ночь Павел Ильич впервые за долгие годы спал без кошмаров. Он слышал дыхание живого существа рядом, и это отгоняло призраков. Лед таял медленно, по капле. Через неделю Рич впервые взял еду с руки. Павел держал кусочек колбасы на ладони, не делая резких движений. Губы собаки осторожно, почти нежно коснулись кожи старика. Через месяц Рич позволил себя погладить.
Когда сухая рука Павла коснулась жесткой шерсти за ухом, пес закрыл глаза и глубоко вздохнул, будто сбросил с плеч тяжелый груз. Они спасали друг друга. Павел Ильич раньше сутками не выходил из дома. Теперь у него была цель. Нужно было гулять с Ричем. Утром и вечером. Свежий воздух и движение вернули старику румянец. Он перестал шаркать ногами, его спина выпрямилась. Он должен был быть сильным для Рича. Однажды на прогулке Павлу стало плохо. Старое сердце сбилось с ритма, в глазах потемнело, ноги подкосились, и он начал заваливаться в сугроб. Дело шло уже к зиме. Он бы упал и замерз, если бы не Рич. Пес мгновенно понял, что происходит. Он подставил свой мощный бок, не давая хозяину упасть. Он залаял, громко, призывно, оглядываясь по сторонам, зовя на помощь. И пока Павел приходил в себя, опираясь на собаку, Рич лизал его руки, лицо, пытаясь удержать его в сознании. «Спасибо, родной. Держусь», — шептал Павел, обнимая пса за шею. В тот момент они окончательно стали единым целым.